Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами подробно разберемся, что же произошло с рынком жилой недвижимости целого причерноморского региона, куда входят три крупных областных города-центра. Напомню вам, это город Одесса, город Николаев, город Херсон. Будем говорить только о двух городах, это Одесса и Николаев. Ну, в Херсоне вы сами все понимаете, там рынка как такового нет, или же он стирается постоянными, так сказать, бомбежками, ну и прочими прелестями войны. Поэтому будем говорить или подводить итоги прошедшего первого квартала 2026 года. В начале видео я больше уделю времени, друзья, городу Николаеву, так как город Одесса я уже записывал. А в конце видео, уже подводя итоги, будем говорить о тенденциях, что произошло с недвижимостью на протяжении одного года. Здесь будем говорить и о Одессе, и о городе Николаеве. И, конечно же, я, подведя итоги, сделаю краткосрочный прогноз о том, что будет происходить с рынком жилой недвижимости до конца второго квартала 2026 года. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Постараемся совместно с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целого причерноморского региона благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта. Расскажу, как пользоваться картой. Много цифр здесь, буквочек. Значит, на карте это краткосрочные процессы длиною в 1 месяц, то есть колебательные процессы. Мы проговорим о городе Николаеве. Город Одесса, я повторюсь, я уже записывал видео, оно будет вверху, вот там пальцем показываю вверх. Так, да, вы можете посмотреть, там, по-моему, на второй или на третьей минуте появится. Итак, смотрим, что же произошло с городом Николаевом, или точнее с недвижимостью. Начнем с населения, друзья. 486 тысяч – это довоенное население. Достаточно крупный город был. И, естественно, сейчас население, я так думаю, что убавилось, может, даже в 2 раза. Ну, кто меня смотрит из Николаева, напишите, будет интересно. Понятно, что вы точно цифру не знаете, но визуально можно все равно определить, больше людей живет или меньше. Я предполагаю, что 250-300 осталось сейчас в городе. Количество предложений, друзья, на рынке жилой недвижимости, это первичный и вторичный рынок, 8830 объектов жилой недвижимости, что на 1,2% меньше, чем это было у нас в феврале месяце. Ну, это, возможно, связано с отключениями, так сказать, электричества. Нет электричества, нет интернета. Ну и понятно, что не всегда у людей есть возможность выставлять для продажи свои, так сказать, объекты жилой недвижимости. А напомню вам, я собираю или мониторю, правильно это называется, рынок по предложениям. То есть все крупные интернет-порталы попадают в мое поле зрения. И еще, друзья, обратите внимание на количество выборки. Это 8830 объектов жилой недвижимости. То есть это очень даже себе, ну кто знает, знаком со статистикой, это ну, репрезентативная выборка. Здесь достаточно большой статистический массив данных, причем это однородная выборка, то есть релевантная. Здесь попадает только определенного класса жилье. Поэтому, друзья, которые мне пишут, что ну что такое подешевела недвижимость или подорожала на 0,5%, это ни о чем. А я вам скажу, друзья, что если бы недвижимость дорожала или дешевела за месяц по 10% или по 5%, вот это было бы интересно. Интересно с точки зрения логики. То есть пересчитайте полностью квадратный метр, который подешевел на 10% за 1 месяц, и вы просто увидите, что так не может себя вести рынок недвижимости.
Это не спекулятивный рынок. Сейчас мы говорим о вторичном рынке. Первичный рынок, да, там перед войной были портфельные инвесторы, которые хотели подзаработать. Но видите, как получилось все. Кстати, а я предупреждал. До войны за 2 года говорил не о том, что будет война, а о том, что будет коллапс на рынке недвижимости, так как рынок надувался как мыльный пузырь, и этому были все предпосылки. Макроэкономические показатели, состояние экономики об этом говорили. Можете проверить, в открытом доступе есть у меня все эти видео записаны. Итак, друзья, затянул немножко размышления о рынке. Да? Давайте социальное жилье, посмотрим, что произошло со вторичным рынком. Это социальное жилье, снижение минус 0,21% за месяц. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, снижение видим минус 0,16% за месяц. Первичный рынок квартиры эконом-класс подорожали на 0,47%. И первичный рынок квартиры бизнес-класс подорожали на 0,31%. Ну, по вторичному рынку, друзья, тут, наверное, все понятно. Напомню вам, что вторичный рынок продается исключительно за доллары или же за евро. Конечно же, пишут в договоре купли-продажи оценочную стоимость в гривне, но она привязана к курсу доллара, а деньги передаются, естественно, в долларах. Поэтому не слушайте юристов, экономистов, которые говорят, что нельзя продавать недвижимость за доллары. Ну, наверное, они просто слишком молоды и ни разу ничего не покупали, не продавали. Я представляю, как потом человек с мешком из гривен, да, бегает по обменникам и меняет это все на доллар или на евро. А вот первичный рынок ведет себя закономерно, так как обесценивается денежная единица гривна. То есть посмотрите курс даже с начала года, соотношение доллара к гривне, и вы поймете, что обесценивается гривна, а первичный рынок — это все контракты инвестиционные подписываются исключительно в гривне и передаются, естественно, гривневые средства. Не, но если у вас есть доллары, вы можете пойти их поменять в обменнике, и потом, значит, застройщику занести определенную сумму денег, которая в гривне, которая указана в инвестиционном контракте или другом правоустанавливающем документе. Итак, друзья, очень кратко прошлись по общим характеристикам того, что произошло в городе Николаеве. Давайте посмотрим, что у нас, подводя итоги, месяц, помним, да, сравниваем март с февралем месяцем 2026 года в целом по региону. Я на примере взял класс социальное жилье. Сразу же отвечаю на вопросы, почему класс социальное жилье. Друзья, потому что за весь период самостоятельной Украины как государства было построено ничтожное малое число недвижимости, которое там называется бизнес, эконом, элит и так далее. Для того, чтобы вам было понятно, в структуре эксплуатируемого жилья всего лишь 10, чуть больше процентов, там до 15, сейчас я думаю, что меньше, это именно новое жилье. То есть даже пускай это будет 15%, то есть мы понимаем, что 75% это жилье, которое было построено при Советском Союзе. Именно поэтому через самый большой класс рынка недвижимости легче наблюдать за процессами, как длиною в 1 месяц, так длиною в 1 год и больше. Поэтому я привожу класс социальное жилье. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Видим, Одесса 732 доллара за месяц подешевела минус 0,27%. Город Николаев 478 долларов за квадратный метр за месяц подешевел на 0,21% квадратный метр в городе Николаеве. И среднее арифметическое число в целом по региону, напомню, Херсон мы не исследуем, данные у меня есть, но там беда, друзья, там просто рынок недвижимости стирается, что называется, в ноль. Поэтому среднее арифметическое по региону это у нас 605 долларов за квадратный метр. Да, и конечно же, спасибо, друзья, меня смотрят люди, умные люди. Вот здесь до войны видим, да, вот эта часть, это автономная республика Крым. В простонародье просто Крым называли, но многие люди, даже возраста уже такого, наверное, как я, наверное, не помнят, да, напомню, мне 60 лет.
не помнят, что это была автономная республика Крым. И какая-то женщина мне написала, я так понимаю, очень умная, и она, в общем-то, так меня поправила, Андрей, я говорил о том, что автономная республика Крым имела свой парламент, это когда была ну, частью Украины, и имела своего президента. И вот она мне поправила, говорит, Андрей, президент был как бы один, Украины, и парламент подчинялся, естественно, украинскому парламенту, который находится в Киеве. Я все-таки помню, что первый, там, по-моему, всего лишь 1 год был такой Мешков. Это президент Автономной Республики Крым. Посмотрите, найдете в Википедии, он оставил после себя след. Поэтому, друзья, видите, как шагреневая кожа. Сначала Крым не наш стал, да, сейчас на меня начнут там кидаться, плеваться, друзья. Но мне все равно наш, он не наш, фактически он не наш. Теперь Херсон практически исчезает с лица земли, рынок недвижимости, я имею в виду. Мы сейчас говорим о рынке недвижимости исключительно, да. И вот осталось только 2 города, Одесса, Николаев, естественно, Одесская область и Николаевская область. Напомню вам, вот смотрите, здесь по карте очень хорошо видно, Николаевская область – это прифронтовая область. Почему прифронтовая? Кажется, Николаев далеко. Но вот здесь вот это показываю. Кимбургская коса. Я когда-то жил в городе Очаково. Видите, вот здесь. Это Николаевская область, хорошо знаю. Мы переправлялись на катере на Кимбургскую косу, великолепные пляжи, в общем, загорали, да, с детьми, ну, было здорово. Но это было 30 лет назад, друзья. Представляете, как время быстро идет. И да, и где я только не жил, я не говорю и про Украину, и ну, много где. При Советском Союзе все же это было проще. Тем более я активно, в общем-то, передвигался по этому Советскому Союзу. Но не помню такой задницы, действительно, уж простите меня, в которой сейчас оказалась страна, в которой я прожил последние 30 лет. Это печально. Так вот, Николаевская область, еще раз повторюсь, это приграничная область, прифронтовая, и поэтому здесь мы видим отрицательную динамику снижения стоимости квадратного метра. Итак, в целом по региону $605 за квадратный метр, снижение минус 0,25% за месяц, и видим индекс отрицательный 0,998. Переходим к следующему слайду. Здесь мы более декомпозированно. Там обобщенные данные были по городу Николаеву. Здесь будут более такие развернутые данные. Перед вами карта города Николаева в разрезе административных районов. Пример социальное жилье. Видим, что за период исследования 1 месяц подешевела наибольше всего в Корабельном районе недвижимость. Ну и меньше всего подешевело в Ингульском районе минус 0,20% и в Центральном минус 0,20%. Переходим к следующему слайду. Друзья, он появился благодаря вашим просьбам. Вы просили меня, Андрей, пожалуйста, покажи, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода времени, пока идет война. То есть мы говорим сейчас также о самом большом классе рынка недвижимости, класс социальное жилье. И на примере данного графика давайте порассуждаем, что же произошло с недвижимостью. Видим, это поквартальные исследования. Война началась 2022 год, 24 февраля, а здесь мы видим март 2022 года. Социальное жилье стоило $577 за квадратный метр. И на протяжении всего периода времени, ну, можете почитать, я не буду зачитывать эти цифры, мы видим, как медленно и уверенно снижается стоимость квадратного метра самого большого класса рынка недвижимости, это социальное жилье. $478, это у нас уже, друзья, март 2026 год. И внизу вот эта табличка, можете ее сами посчитать калькулятором, Excel, ну кому как, да. За весь период войны подешевела недвижимость на 17,16%. Ну вот видите, 4 года войны, а всего лишь на 17% подешевела. Рынок недвижимости не может себя вести как фондовый рынок. Фондовые рынки – это спекулятивные рынки. Это понятно, что за одну торговую сессию вы можете обанкротиться или стать богачом. Да? Рынок недвижимости вторичный – это всегда люди, которые, в общем-то, не продают просто так свою недвижимость. Они решают свои бытовые какие-то проблемы.
Поэтому он не может, в принципе, дешеветь на 10% за месяц или на 5%, что мне пишут часто мои друзья-риэлторы, не соглашаясь со мной. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы быстро пройдемся по вторичному рынку эконом-комфорт бизнес-класс. Я буду говорить только в процентном соотношении. Видим снижение минус 0,16%. По админ районам можете сами прочитать стоимость квадратного метра. Это в абсолютных цифрах. Ну и снижение в процентном соотношении. Следующий слайд. Первичный рынок эконом-комфорт бизнес-класс. Здесь мы видим, что рост, нет, здесь эконом-класс только, рост плюс 0,47%. Также можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра и рост в процентном соотношении за месяц. Последний слайд – это уже комфорт бизнес-класс, первичный рынок. Здесь рост плюс 0,31%. Можете посмотреть по административным районам. Стоимость квадратного метра, ну здесь видите в долларах, да, в абсолютных цифрах. А здесь в процентном соотношении рост по каждому административному району. Ну и, друзья, уже как бы подводя итоги, последние, ну не подводя итоги по городу Николаеву, досмотрите, мы будем говорить в целом еще о регионе. Мы видим, что на графике рисунки за год период исследования, это тенденции называется, март 2025 год это было $496, март 2026 год $478, что показало нам динамику снижения минус 3,63% за год. Также индекс мы видим. Давайте расскажу вам, что такое индекс стоимости недвижимости, это вторичный рынок, на примере класса социального жилья. Он в данном случае отрицательный 0,964. Друзья, напомню вам, что индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости или квадратного метра во времени. Показываю на примере, это легко сделать, если у вас есть статистические данные. 478 делим на 496, получаем в годовом измерении снижение минус 3,63%, или же вот этот индекс стоимости недвижимости или изменения стоимости во времени отрицательный 0,964. Немного рекламы, друзья. На протяжении многих лет я и компания Limb Consulting готовим исследования для крупных украинских системных банков, также иностранных банков, которые работают на территории Украины. То есть мы готовим индексы рынка недвижимости. И я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или риск-менеджменту. То есть данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих, друзья, в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И вот наша синергия знаний помогает и вам, друзья, облегчить ваш сложный бизнес, и мне развиваться, естественно, и компания Limb Consulting. Для того, чтобы меня найти, вы посмотрите описание канала. Там есть два телефончика, Viber, один кипрский, один, значит, киевский. Можем созвониться, составим техническое задание, и вы будете видеть, как меняется стоимость недвижимости во времени, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть, еще раз напомню, синергия знаний. Вы знаете, как меняются деньги во времени, стоимость меняется, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Ну, это была реклама, без нее никак нельзя. Запомнили снижение 3,5% в меньшую сторону округлим, чтобы в памяти зафиксировать. Ну и, друзья, последний слайд, подводя итоги в целом уже по региону. Период исследования март 2026 год с мартом 2025 года. Карта осталась та же самая. Давайте пройдемся по внизу по табличке экселевские данные. Одесса, $732 за квадратный метр. Напомню вам, это класс социальное жилье. За год с какого-то перепугу рост плюс 3,24%. Город Николаев, индекс положительный, единичка 0,32.
Город Николаев, $478 за квадратный метр. За год снижение минус 3,63%. Индекс отрицательный 0,964. В среднем мы видим, что вот сравнивая это среднее арифметическое число 605, видим, да, долларов за квадратный метр. Это март 2026 год, что показало нам динамику роста незначительную, но это уже затухающая динамика роста за счет города Одессы. Видите, здесь город Одесса еще продолжает расти, хотя это уже затухающая динамика. Она раньше недвижимость росла по проценту, теперь, значит, мы видим там где-то по полпроцента, по 0,20% за месяц, я имею в виду. Итого 0,41% в годовом измерении, рост в целом по региону, индекс положительный, единичка, запятая 0,04. Ну вот теперь давайте очень быстро о прогнозах. Я просто на цифрах, не закрывая данную табличку, расскажу вам, что город Николаев будет продолжать дальше показывать снижение стоимости квадратного метра, и поквартально это будет по полпроцента, может даже чуть больше. То есть в первом полугодии 2026 года мы увидим, что вот здесь уже будет не 3,63% снижения, а добавим еще 1,5%, ну если это по полпроценту. Итого мы увидим снижение где-то минус 5%. Плюс-минус, друзья, точно цифру не угадываю. Ну, я не занимаюсь тем, что угадываю. Я вам говорю о тенденциях и обосновываю это макроэкономическими показателями, которые я учитываю при прогнозах. Это называется метод многофакторного анализа. Город Одесса на протяжении январь-февраль-март продолжает незначительный рост, но если, ну как, вниз сходящая динамика. То есть январь, февраль, март мы видим, что по полпроцента снижается стоимость квадратного метра, но динамика роста еще остается положительная. Я думаю, что весь второй квартал мы будем видеть незначительное снижение по полпроцента, то есть к концу первого полугодия где-то процента 2, может 1,5 будет положительная динамика роста еще, но видите, затухающая, то есть она все-таки снижается медленно, не так быстро, как она росла весь 2025 год, я имею в виду стоимость квадратного метра. Итак, друзья, останавливаю показ слайдов. Ну, очень подробно вам рассказал, прямо разложил все по полочкам. Пришло время, друзья, прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке жилой недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео. Пишите, кстати, вопросы, задавайте. Я с удовольствием умным людям отвечаю. Только, пожалуйста, вот не ругайтесь. Не люблю, когда ругаются. У меня аж не политический контент, да. Он и не развлекательный, друзья. Этот контент для людей, которые хотят думать, которые хотели бы разобраться хотя бы для себя в процессах, которые происходят на рынке недвижимости Украины. Многие, как я, уехали с Украины и хотели бы знать, и при этом осталась недвижимость в Украине, хотели бы знать, а что происходит с недвижимостью, растет она в стоимости или снижается. То есть категория людей достаточно, узкий такой круг, достаточно узкий, потому что подписчиков у меня там порядка 5000, по-моему, там чуть больше. Поэтому, друзья, не ругайтесь, это не ток-шоу политическое, то есть это не моя тема. Но пишите, а все, что касается анализа рынка недвижимости или какие-то вопросы, которые вас интересуют, я с удовольствием, друзья, отвечу. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, и вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.